Сегодня мы пишем ролик в очень необычных условиях, недостаточно комфортных, но поверьте, это место того стоило. Так как это наш личный канал, хотелось бы быть с вами честными, и поэтому честно расскажу, что сегодня мы специально не выбирали какое-то супер место, супер там готовились к съемкам или что-то еще, потому что мы иногда выдыхаемся и устали. И мы выбрали просто город, который находится недалеко от Кракова, чтобы посмотреть, можно ли найти в обычном городе на 30 тысяч человек в Польше что-то интересное, или этот эксперимент не удастся. Поэтому сегодня мы приехали в город под названием Новый Тарг, который находится от Кракова где-то в 1,5 часах на автобусе. Особых ожиданий у нас по поводу этого города не было. Мы знали, что он находится близ гор, что это достаточно старый город, в котором издревле, из поколения в поколение, столетиями люди устраивают такие рынки по четвергам и субботам. Логично, что мы приехали в воскресенье в такой город. Просто хотели посмотреть, что в таком городе есть. Как обычно, Польша меня поразила. Я опять удивлена и уже думала, что Польша не может меня удивить, но каждый раз мы приезжаем в какое-то место, от которого мы ничего абсолютно не ожидаем, и мы оказываемся просто в красивейших местах. Так вот, мы приехали в город Новый Тарг на автобусе и сразу пошли в сторону центрального рынка. Он там сохранившийся где-то с 19 века. Мы шли и увидели, что на самом деле, к чему я удивляюсь каждый раз, что каждый город, он построен настолько по-разному, что это составляет его особую атмосферу. Новый Тарг, у него такие красивые переулки с небольшими домами, которых я, в принципе, такой постройки еще не видела в Польше. Именно построение самих линий города. И это выглядит так красиво и антуражно, потому что позади видны горы. Но, мне кажется, проблема таких небольших городов Польши в том, что они все заставлены очень сильно рекламой. Прям просто завешены всем подряд. И это очень портит атмосферу, хотя, мне кажется, это могло быть безумно милейшим местом. И это еще мы заметили, еще только даже на центральный рынок не пришли, то есть на самое красивое место не пришли, и уже заметили, насколько это милый и атмосферный город. Мы вышли на центральную площадь, и они достаточно все похожи в Польше, они все милые и красивые, но тут внезапно, потому что было ровное время, заиграла музыка, но знаете, как Хейнал в Кракове звонит, то здесь была прям такая музыка. Из-за того, что еще центральное здание, которое на самом деле этнографический музей с очень красивыми часами сверху такими, это давало такую какую-то атмосферу этого города в горах, очень красивая музыка, я такого еще не слышала. Если наблюдать за деталями в городах, в которых ты до этого не был, всегда можно понять, что для города самое главное. Мы увидели посередине стоящую статую, и статуи, они всегда, статуи, что в них такого? А тут была девушка в национальном костюме, при этом она ела мороженое, то есть достаточно современная вещь, и там лежал рядом мобильник. Еще мы оглянулись и увидели, что все люди вокруг едят мороженое. Я знаю, что поляки очень любят мороженое, но здесь это прям в памятнике. И оказывается, что в Новом Тарге это традиционное мороженое делается по каким-то рецептам особым. Мы, конечно, уже пошли пробовать. Но так как у меня аллергия на лактозу, я мороженое не ела, попробовала Саша его. Как мороженое? Вкусно, пышно. Тает уже некрасиво, блин. Лайк, если вы тоже любите мороженое. Мы пошли площадь, посмотрели на выставку детских рисунков, достаточно милых, погуляли, было красиво, атмосферно, и было ощущение того, что здесь прям люди, может быть, из-за этого здания с часами, может, из-за того, что все гуляли, ели это мороженое, может быть, из-за детских рисунков. Такое ощущение было, что это место, тут все друг друга знают, и у них тут какой-то свой, так сказать, микроклимат, какое-то было ощущение некой локальности, я не знаю, как это писать, что это небольшой просто город, где все приезжают и друг другу незнакомцы, а что все живут в какой-то своей атмосфере здесь. Но мы пошли дальше, потому что город находится в горах, рядом с красивой горной речкой. Еще мы прочитали, что здесь есть такой красивый сосновый бор. И мы пошли к нему, потому что мы очень любим смотреть, как устроены и обустроены природные заповедники. Честно говоря, мы были в разных природных заповедниках,
Но если вы находитесь рядом с Новым Таргом, я советую сюда съездить. Потому что это, получается, место такое очень удобное. Не надо доезжать до Татр, до Закопана. Тут меньше людей. Тут также есть маршруты, по которым можно гулять на великах пешком. Здесь есть красивые природные места. Чисто, чтобы погулять, потому что не обязательно ехать прям до Закопания. Тут уже тоже будет очень красиво. Мы сейчас идем до очень красивого парка. Но я даже не могу представить, что там, если здесь вдоль речки уже очень красиво. Тут горы, речка, такие холмики, красивые домики. И мне нравится в этом городе то, чего нет в больших городах, типа Кракова. То, что здесь достаточно очень много мест уединенных, где ты реально можешь уехать, побыть один, и почти никого не будет. В Польше немного таких, на самом деле, мест, мне кажется. Вот, и мне кажется, сюда здорово приезжать. Но пойдем дальше. Места просто какие-то такие спокойные, уединенные. Вот тут есть еще слияние двух рек, и это выглядит так красиво, видно горы. В общем, место для того, чтобы реально погулять и отдохнуть душой. Причем здесь маршруты есть и для велосипедов, и для просто пешей маршруты. Место, чтобы просто отдохнуть душой. Вы просто на это посмотрите. В общем, я не сильно много ожидала от заповедника, но место оказалось просто, не знаю, может быть, потому что мне это напоминало какие-то детские мои места, потому что у меня одна бабушка жила в деревне под названием Сосновка, и там был кругом сосновый бор, но там так, здесь так пахнет сосной, вокруг столько черники, просто очень красиво, но самое красивое оказалось впереди, что это был не просто маршрут сквозь лес, это были очень красивые деревянные проложенные дорожки через лес, что ты, получается, я люблю такие места, потому что получается, что ты, не просто гуляешь по отведенным тропинкам в лесу, а ты как будто бы поднимаешься над травой, и ты как бы наблюдаешь за лесом, не нарушая его пространство. Мне кажется, кто когда-то придумал такие вещи делать в природных заповедниках, просто гений, потому что это дает такую интересную перспективу, вот именно визуальную на природу, что тебе не хочется ее нарушать, ты просто наблюдаешь, и при этом ты как бы внутри нее, а не просто идешь по тропинкам, а наблюдаешь за лесом по бокам. Обожаю такие тропинки, это просто очень красиво, просто посмотрите. В общем, у меня тут реально, мне кажется, прилагательных не сильно хватает на это место, потому что дальше тоже была красивая старая деревянная дорога, которая поросла мхом. И это создает очень приятное ощущение погружения в какую-то сказку. Потом дальше была болотистая местность, тоже безумно красивая. Это было похоже на вот эти картины, которые Аленушка, и вот эти сказочные какие-то истории. В общем, я не ожидала сегодня, но оказалась в таком красивом месте, и получается, что Польша действительно это не просто слова. Каждый город, он чем-то удивляет интересным. То есть, если хотеть, всегда в любом месте можно найти что-то безумно интересное или безумно красивое. Конечно, здорово посетить все самые важные достопримечательности, типа, там, не знаю, Лувр, Рим и так далее. Это безумно красиво. Но путешествие, оно не в том, чтобы отправиться в самое известное место. Путешествие может быть в соседнем городе или в своем городе. Смотря что ты выбираешь для себя интересно, всегда можно придумать самому себе какой-то маршрут. Потому что мир вокруг очень замечательный, города замечательные, которые строят люди, красивую архитектуру, всегда разную, природа замечательная, всегда интересная, можно искать, находить какие-то интересные растения или наблюдать за птицами. По своим интересам всегда можно придумать себе путешествие даже недалеко от дома. Поэтому во имя путешествий, пожалуйста, нажмите на кнопочку «Подписаться» на нашем канале, это очень важно. И спасибо большое нашим спонсорам. Благодаря им мы можем показывать и ездить в Польшу во всей ее красоте, показывать разные места с их историчностью, культурностью и природной красотой. Поэтому, если вы хотите тоже поддержать наш канал, мы специально завели страничку на Патроните, ссылка будет в описании. Там есть разные функции спонсорства, вы можете выбирать удобные для вас, или поддержать нас на YouTube, как вам удобно. За это вы получаете разные бонусы. Спасибо большое, что досмотрели до конца.
Можете в комментариях посоветовать какие-то еще интересные места, которые дороги вам или кажутся вам красивым. Мы обязательно их посетим. И берегите себя.